Амелия Франческини, Амелия. Да. Год 1922. Коммуна Сан-Винанцо. Реестр актов о рождении. Так вели учет рождений. Амелия Франческани. С проверки архивов в маленьком итальянском городке Сан-Винанцо. Так начались наши съемки о самой возможности долгой, счастливой старости. Здесь нет, 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 нет. Будто бы это поиск сокровища. Нашел. Вот, в 1923 родилась. То есть ей 101 год. Ей 101 год. Италия – страна долгожителей в Европе. Причем за последние 30 лет этих долгожителей здесь стало больше в 10 раз. 92. Скоро будет 93. Идем, соберем орехи. Здесь с выходом на пенсию у людей начинается новая молодость. Когда мы вышли на пенсию, я видела Париж. В кафе, в салонах красоты, в отелях, санаториях, в университетах. Везде вы встретите седых людей, красивых, активных. Умбрия на сегодняшний день считается второй по количеству долгожителей среди всех итальянских провинций, регионов и так далее. Именно поэтому мы здесь, на этом фонтане. В Умбрии, а не в первой всем известной Сардинии, мы решили посмотреть на итальянскую модель долгой пенсии. Как здесь живут разные пенсионеры и доживают до 100 лет. Помнишь, как праздновали твои 100 лет? Ну, конечно, помним. Был настоящий праздник. Вот как это получается? Итак, Перуджа – столица региона. Сплошные спуски, подъемы, лестницы. Древний город на макушке Апеннинской горы. Так, стойте, тебя сейчас собьет машина. Здесь все знают Альваро. Владельцу мастерской по реставрации классических и гоночных автомобилей 83 года. Вау, а это что? Балина, 1956. 56. Я первый раз вижу такие машины. Моя активность, моя деятельность началась, когда мне было всего 11 лет. Еще мальчишкой, только окончив начальную школу, начал свой путь. Свое дело начал в 1973 году. С тех пор многое изменилось. Это последняя мастерская, которую я создал вместе с 2 друзьями. Я много и хорошо работаю. Это приносит огромное удовлетворение. Здесь также работает мой сын. Пилот дергал этот тросик во время гонки, и открывались специальные клапаны, которые давали плюс 10-15 лошадей. Потом гонщик прятал тросик и шел за своим кубочком. Не просто механик. Механик, который помогал гонщикам побеждать тут в местных автогонках. Маленькими хитростями. Механик Альваро – типичный итальянский пенсионер-ремесленник. Всю жизнь имел свое дело, взносов в государственный пенсионный фонд не делал. Пенсия? Ну вот первые 3 года моего пенсионного возраста я и не знал, что пора мне брать ее, пока мне не позвонил агент и не спросил, а почему я не прихожу, не получаю свою пенсию. Я вроде не старый был еще, не понял сперва, какая еще пенсия, но пошел, оформил и в итоге сейчас получаю, да. Чуть меньше 1500 евро. Говорят, что Италия – страна,
делает сейчас очень много для того, чтобы вот люди могли жить все лучше, дольше. Согласен с этим или нет? Большие предприятия получают господдержку, малые рассчитывают на себя. Я не помню в своей практике большой государственной поддержки. Восемь, 7. Занятие гимнастикой. Хорошо. И остановитесь здесь. Тренеру 60 лет. Теперь держим это положение и продолжаем шаг, словно рассекаем море. Ritorno all'ordine, questa parola, vero che bene si inquadra in mezzo a due periodi, la prima e la seconda guerra mondiale, che vede anche politicamente un ritorno all'ordine. Я впервые в жизни, честно говоря, такое вижу. Мы сейчас находимся на лекции по истории искусств Италии в аудитории вместе со студентами-пенсионерами. Получаете замечательную лекцию о Микеланджело Буонаротти. Нужно признаться, что так принимаются решения, которые возвращаются к жизни. Теперь знания достаточно о метафизическом реализме, но реализм французского происхождения, метафизический реализм, слово, пришедшее с греческого языка, и кто использовал его впервые? Аристотель. Университет для студентов 65+, появился в Перудже 42 года назад. В Умбрии у нас около 2000 студентов. Есть около 20 таких объединений, еще 3 филиала открылись в этом году. Можно сказать, что это национальная сеть. У нас есть свой национальный офис в Турине и, честно говоря, по всей Италии. И этот университет – это социально-культурная ассоциация. Сегодня здесь учатся 900 студентов, только в городе, в Перудже. Некоторым плюс-минус 90 лет. История, искусство, психология, курсы по искусственному интеллекту, иностранные языки. Où avez-vous voyagé dernièrement? Vous venez de répondre, à part Madame Vincenza. Parce que en réalité, je ne connais bien la France. Donc vous avez visité la Bretagne, la Normandie aussi. Расписание университета с трудом помещается на плакате в широком окне. Правительство нас не финансирует, но они верили в это дело и помогли нам при самом открытии. Теперь собираем небольшие субсидии в рамках проектов в социальной сфере. Плюс городской муниципалитет помогает нам, предоставляя место, помогает найти классы, где мы можем проводить занятия. Мы используем помещение в школе Каранчини. Ничего за это не платим. За обучение лишь ежегодный взнос. Стоимость колеблется от 70 до 80 евро. Это примерно 7-8 тысяч рублей. Малоимущие, люди с особенностями здоровья учатся бесплатно. Руководство, учителя, волонтеры. Все группы раз в месяц или даже чаще ужинают вместе, ходят есть пиццу все вместе. У нас есть преподаватели, которые раньше были студентами, например, по живописи. Пришли учиться, а теперь ведут свои курсы, обучают и очень хороши в этом, особенно в ремесленных занятиях. Мы проводим экзамен для тех, кто этого захочет. Выдаем сертификаты нашего университета.
Маэстро Джованни, маэстро так называют в Италии мастеров своего дела, тоже классический итальянец-пенсионер. Всю жизнь делает мебель и церковные лавочки. Все 70 для собора Сан-Доменико сделал он сам своими руками. Скамейки смогут выдержать сотни лет, потому что укреплены французским методом и никогда не ломаются. Вот тут для ног подставка. Вот так вот делаешь и молишься. È finita. В 60-е я работал на мебельной фабрике Колетти Адельмо. Ну, там я сфотографировал их станки и сделал свою копию машины. Белиссимо, белиссимо. В общем, каждый день к маэстро приносят что-нибудь починить. Старинные антикварные стулья, сундуки, кареты, колеса. А еще просят, например, сделать инсталляцию к Рождеству. Вообще его здесь называют Папа Карло Перуджи. Маэстро 87 лет. Сам оплачивает аренду своей фабрики. При этом пенсия у него маленькая по итальянским стандартам. Спинка совсем оторвалась. Ее можно починить? Мы попробуем. Я работаю и живу своей работой. Работая, я живу. Это сломано. Да, я один, потому что мне нравится, когда клиенты говорят «Браво, Джованни!» И Джованни продолжает работать. Так а какая у вас пенсия? Маленькая очень, потому что я прожил жизнь без больших взносов в пенсионный фонд. Пенсии ремесленников невысокие, в промышленности платят больше. Адвокаты, инженеры, депутаты и прочие, у них пенсия большая. Жить на пенсию сложно. Я вот живу один, сам себя обслуживаю, сам плачу за все. Свет, газ, дом. Получается, 900 евро – это моя пенсия. 600 у меня выходит на аренду фабрики, 300 еще аренда квартиры, чтобы близко к фабрике жить. Остается 0. Ну и зарабатываю здесь на еду, вещи. Брависсимо! Спасибо за персики, ем с удовольствием. Цены на продукты в Италии довольно высокие. При этом медицина пенсионерам, конечно, бесплатна.
На 2024 год средний размер пенсии в Италии около 1000 евро в месяц, 100 тысяч рублей. Точный варьируется индивидуально, минимальный – 614 евро. Для сравнения, в России минимальная пенсия – 8 тысяч рублей. Это примерно 80 евро. Пенсионный возраст в Италии наступает в 67 лет, повышен из-за долгожительства, но есть свои механизмы уйти досрочно. Пенсия полагается всем. Для хорошей необходимо иметь не менее 20 лет взноса в систему социального обеспечения или поработать депутатом. Итальянцы получают разную пенсию из разных фондов, но ведут очень активный образ жизни. Все дольше и дольше. Моей маме почти 100 лет. 13 ноября ей исполнится 100. Поздравляю вас, но как это возможно? Проходите в дом. У вас так много книг? Вы учитель? Нет, одна из моих дочерей – учитель начальных классов. Амелия проработала жизнь в Риме телеграфисткой в бюджетных структурах. В 62 начала получать классическую государственную пенсию. Вино? Вино пьет ли? Немного. Хорошо, но может быть было что-то такое вот счастливое в вашей жизни? Да-да, я прожила счастливую жизнь со своим мужем. Он всегда был рядом, когда был нужен. У меня не было сильного стресса. Скромная, счастливая жизнь. Вместе старались не ошибаться, держать семью в порядке. Государство помогло мне, обеспечивало меня и мужа зарплатой, говорило: иди домой. Я была довольна этим. Потом у них была хорошая пенсия. Они на пенсию построили дом, в котором я сейчас живу. Красивый дом, 2 этажа. Мы много работали, и поэтому получили оба хорошую пенсию. Когда мы вышли на пенсию, я видела Париж, мы объездили много Европы, но не всю. Они много путешествовали. Ездили от Праги до Парижа. Много. Много было приключений. Нам хватало, и на жизнь было достаточно. Мы складывали наши 2 пенсии и тратили. Чего не хватает? Много городов. Потому что мне нравится видеть мир. Я хотела бы еще увидеть все города Европы. Вот же страна Италия. На пенсии сеньоре не хватает разве что путешествий. Амелия. Франческини Амелия. Ну вот, про нее подтверждение, да, есть. Для меня это означает, что у нас есть люди, которые прожили долгую жизнь в здоровой среде, в очень здоровом районе, где красота пейзажа и качество жизни, работа, которую они делали, позволили им жить так долго. И, возможно, мы тоже сможем. Надеемся. – 24% населения Италии – пожилые люди. И здесь уже есть термин «серебряная экономика», то есть экономика и социальные институты страны подстраиваются под новый тренд долголетия. Сан-Винанцо – типичный провинциальный городок в Умбрии. На 2180 человек, 4 сверхдолгожителя и 45 тех, кому просто за 90. На нашей территории, по крайней мере, 35% жителей старше 60 лет. Итак, это коммуна, место пожилых людей, включая и меня, которому 60 лет. И мы можем сказать, что в нашей местности, как и в остальной Умбрии, хорошее качество жизни и окружение полное лесов и рощ, что, безусловно, способствует хорошему качеству жизни, позволяющему людям доживать до старости. Из этих людей старше 90 лет большинство женщины. И это распространенная реальность во всей Италии, по крайней мере, по сравнению с мужчинами прошлого поколения. Образ жизни этих людей достаточно разнообразен. Например, одна из них родила 11 детей.
Buonasera. С малых лет все работали. Дочки тут ходили на завод Сан-Винанца, делали обувь. И так постепенно мы с мужем в полях обрабатывали землю с маленькими дочерьми. 101 год. Ида вырастила 11 детей. Ты помнишь, как праздновали твои 100 лет? Ну, конечно, помню. Много было сделано. Настоятель церкви дал нам помещение на весь день праздника. Мэр приходил, был оркестр, музыканты, звонили колокола. 19 внуков, 7 правнуков, соседи. Ой, да был настоящий праздник на 100 человек. И для женщин-домохозяек в Италии есть своя пенсия и свои льготы. Муниципалитет в последние годы принял активные меры в поддержку пенсионеров. Философия заключается в следующем: создать систему мер, которая способствует дальнейшей активной жизни пожилых людей и их участию в жизни сообщества. Еще мы запустили очень важный проект под названием «Серебряные деревни» для поддержки пожилых. Этот проект включает в себя социальные услуги транспорта, сопровождение в больницу или к врачам для прохождения специализированных осмотров, помощь на дому. Но система здравоохранения у нас и так работает действительно неплохо. Есть пункт неотложной помощи, семейные врачи. Oggi a nord è spiccato maltempo con rovesci ed isolati temporali che interesseranno Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e regioni del Triveneto. Anche al centro si risentirà degli effetti della perturbazione, con qualche zona. Смотрите, тут музей. Музей, да. Это все инструменты различных ремесел. Все я собрал. Вот для пряжи льна. Это коромысло, воду из колодца носить. Знаешь такие? Вы помните, как жили с этими вещами? Да. Итальянская пенсионная система не сбалансирована. Так вам скажет практически каждый итальянец. Однако вот у них есть 3,8 миллиона пожилых людей с проблемами здоровья. Уже открыта первая виртуальная больница. Есть Национальный институт здравоохранения, науки по проблемам старения. Правительство готовит новую пенсионную реформу в следующем году. Вообще, еще 50 лет назад люди умирали в 50 лет. А сегодня 80 лет – это средняя продолжительность жизни в Италии. Это потому, что были приняты меры, которые улучшили качество медицинского обслуживания, улучшили экономические условия, улучшили качество жизни, сделали питание более здоровым. Все эти факторы постепенно способствовали увеличению продолжительности жизни. При этом наша пенсионная система, к сожалению, еще не сбалансирована. Хорошо, я поняла, здесь нет миллионеров от пенсии, но жить достойно возможно. Да, национальное правительство создало специальную социальную карту для семей с низким доходом. Эта карта с лимитом 500 евро ежемесячно выдается людям дополнительно, например, на покупку продуктов питания или топлива для машин. Здесь, в Италии, люди находят свободу, став пенсионерами. Не было времени заниматься чем-то еще, учиться новому, а теперь оно появилось. Как и я одинокая, внуков нет. Кто знает, не начни я ходить в этот университет, я была бы уже у психиатра. Глядя на это, все легко сказать. Да Италия просто стареет и приспосабливается. Но и дети есть, и школы. Пенсии не самые большие по европейским меркам, ничего сверхъестественного для долгожительства правительство вроде и не делает. Вот где же ответ, как они живут до 100 лет? Мы все пытались понять. И так во время этих съемок оказались еще в гостях у Нонны Адрианы и ее семьи.
Нет, не ты. Кот Пити. Новое. 92. Да, 92. Скоро будет 93. Я все делаю самостоятельно. Единственное, что я не могу делать, ездить за покупками, потому что больше не вожу машину. Но права у меня есть. Это наша ферма. Идем, соберем орехи. Scusa, questi? No. No? No, sono rovinate. Queste, guardi. Нужны не гнилые грецкие орехи. Здесь все у меня растет. Вон там виноград на вино. 960 килограммов. О боже. Насколько большая семья у Ноны? Итак, 3 дочери. Все замужем. 5 внуков. Александр старший. У других дочек сыновья, у дочек дочки. Минутку, простите. Я сбилась со счета. Вот правнучка младшая, 19 лет. Окей, va bene. Когда они собираются все вместе, 15 человек. Каждый месяц, праздники, особые поводы. Мы собираемся у бабушки вместе. А на прошлый день рождения мы подарили ей колонку Google Home и Spotify. Вау. Окей, Google. Скажи мне, какая сейчас погода? Окей, Google. Включи мне кемпинг, песня. Di Gianni Morandi. Questa è bella. È antica. Splende un sorriso di stella negli occhi. Stanno i cantanti adesso con la voce così. A parte la canzone, ma la voce. Dammi d'amore. Metti a posto questo. Потому что я родилась в 1932 году. Это была эпоха фашизма. Фашизм был диктатурой. Даже на велосипеды требовался налог, и поэтому денег не было. Жизнь была не такая, как сейчас. Потом началось только одно. Наш Муссолини. Еще одна ненавистная сила. Вы видели Муссолини? Нет, я его не видела. Но в школе у нас висел его портрет, и надо было при входе в школу делать так перед ним и произносить клятву. Клянусь именем Италии выполнять приказы Дуччо всеми моими силами, если нужно, даже своей кровью. Кто наизусть не знал, того били. Война была разрушением и нищетой, но после войны пришел и прогресс. Бомбардировки родного города Маршана, осколки бомб почти в том же дворе, где теперь в ее доме собирается 4 поколения семьи. Внук Алессандро занимается оцифровкой итальянских библиотек и архивов. Правнуки – студенты. В Перудже учатся, но в другом университете. При этом Адриана просто пенсионер-крестьянин. Каждый день я решаю кроссворды. Все эти штуки и еще и стихи люблю. На настоящем итальянском. История, география, науки, математика. Я все это изучала. Тогда учили стихи, таблицы умножения. 9 на 3, 18 на 27, 3 на 4, 24.
Вот, ну, тренировки уже нет, но 16. Скажите мне, вот как так жить? Старение — это когда все идет не так, и это тебя как будто убивает. Мир есть мир, и не надо слишком переживать. Поели хорошо. Всем привет, пока, улыбки. Все спокойно. Mamma mia, mi hanno detto di sorti. Здесь в 103 года итальянки умудряются получать штрафы за вождение автомобиля с просроченными правами. А еще, пока в их генах ищут особый источник долголетия, итальянцы устраивают праздники и танцы в своих маленьких городках. Ok, grazie che ho offerto l'acqua. Ok. Вот Маршана, где живет Нона Адриана. Нам с друзьями повезло увидеть и такой вечер. Страна Италия, правительство. Они как будто смогли создать базовые, важнейшие условия для долгой пенсии. И как будто дальше просто не мешают людям жить своей жизнью. В которой есть радость, красота, активность, улыбки, вино и поцелуи, танцы. Еще у них есть транквилло, мудрое житейское спокойствие, даже если извергается вулкан Этна. После всего, что я увидела, мне кажется, что итальянская наука о долголетии очень проста. Это элементарная любовь к жизни человека до самой старости.